Всем привет, друзья! Сегодня пеку цитрусовый торт. Торт по вкусу получается легкий, нежный, воздушный, с легкой кислинкой, освежающий. В состав торта входят консервированные мандарины и лимонный сок. Также цедра лимона. Готовится он очень просто. Изначально приготовим бисквит. Для бисквита мне понадобится одно яйцо весом 50 грамм. Добавляю сюда 2 щепотки соли, 100 грамм сахара, цедра одного крупного лимона. Все это нужно будет хорошенько взбить. В рецепте нам понадобится 100 грамм муки. Высыпаю половина, где-то 50 грамм. Продолжаю все взбивать. Больше 50 грамм муки не высыпайте, иначе тесто будет очень густым. Теперь выливаю сюда 100 миллилитров подсолнечного масла без запаха. Извиняюсь, 50 миллилитров подсолнечного масла без запаха. Добавляю 50 миллилитров лимонного газированного напитка. Высыпаю остатки муки, пол чайной ложки разрыхлителя, бисквит буду выпекать вот в такой вот форме. Дно формы застелила пекарской бумагой. Размеры формы опишу внизу под видео. Выпекать бисквит буду в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Время выпечки около 20 минут. Обращайте внимание на особенности своей духовки. Готовность бисквита можно проверять с помощью деревянной шпажки. Если она выходит сухой, значит бисквит готов. Все, вот так у меня получилось. Пока печется бисквит, приготовим крем. Для крема мне понадобится 500 грамм маскарпоне, сок крупного лимона, 100 грамм сгущенного молока, 2 столовые ложки сухого молока. Я беру вот с горкой. Я использую кафе Вайса. И все это нужно будет хорошенько взбить. Долго взбивать не нужно, иначе маскарпоне возьмется крупинками. Вот такой плотный крем получился. Посмотрите, он очень хорошо держится на ложке.
И вот теперь крем нужно будет охладить. Отправляю в холодильник. Друзья, бисквит готов. Посмотрите, какой красивый, румяный он у меня получился. Теперь бисквит нужно будет полностью остудить. Друзья, бисквит хорошенько остыл, стабилизировался. Вот такой он у нас получился. Если вы любите высокие бисквиты в тортах, тогда сделайте на 2 рецепта. Мне нравится вот в этом торте, когда бисквитик такой тоненький. Теперь поверх бисквита одеваю разъемное кольцо. Пропитывать бисквит ничем не нужно, он такой получается влажный, потому что здесь лимонный напиток и подсолнечное масло. Он такой сочный по вкусу. Распределяю крем. Вот так у меня получилось. Посмотрите, крем плотно, хорошо лежит. Поверх крема укладываю консервированные мандарины. Вот, посмотрите, вот так все красиво разложила. Теперь нужно будет приготовить загуститель. Для загустителя мне понадобится вот этот вот сок консервированных мандаринчиков, сахар, загуститель и лимонный сок. В сотейник отправляю 2 столовые ложки сахара. Пакетик загустителя, по-немецки называется Tortenguss-Klar, 12 грамм здесь. Это такой вот прозрачный загуститель. Добавляю сюда сок половины лимона. Все хорошенько перемешиваю. Теперь добавляю сюда сок консервированных мандаринчиков. 250 миллилитров сока. И вот сейчас при постоянном помешивании нам нужно будет довести массу до кипения, немного проварить, несколько вот секунд, и отключаем плиту. Друзья, вот так вот у меня получилось, посмотрите. И теперь вот так равномерно поливаю поверх мандаринчиков. Небольшими порциями. Загуститель на торте очень быстро схватывается, но тортику еще нужно будет дать хорошенько охладиться. Отправляю его в холодильник. Этот торт рекомендую кушать охлажденным. Тогда
вот эта вот свежесть, она еще ярче подчеркивается в тортике. Кислота и свежесть раскрывается вот когда он постоит в холодильнике. Торт должен быть по-настоящему холодный, вот как мороженое. Друзья, торт можно подавать к чаепитию. Вот так красиво он смотрится в разрезе. Очень ароматный, нежный, сочный. Непременно попробуйте, приготовите вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.